Друзья, всем привет! Слышно меня, видно меня. Традиционный наш любимый вопрос в начале. Я хочу убедиться, что вы меня видите и слышите. Поэтому поставьте хоть какой-то символ. Чат находится вот тут. Поставьте хоть какой-то символ, что у меня все хорошо со связью. И мы поедем с вами. Все, плюс, супер. Поехали. Вопросы. Напоминаю регламент. Кто у нас первый раз? У меня есть вопросы в форме, которые вы заполняли. Я читаю вопросы из формы в первую очередь. Когда вопросы из формы заканчиваются, я читаю вопросы из вот этого чата. Вот. Поехали. Первый вопрос от Евгения. Игорь, здравствуйте. М, Как бы вы повысили процент полученных показов, если изначально он упал из-за некорректной работы сайта? 3 дня после запуска рекламы был баг с сайтом и рекламой. После клика по объявлению не было перехода на сайт. Ошибка сервера. Проблему устранили, но подозреваю, что из-за этого упал процент полученных показов. Сейчас он потихоньку растет. Знаю, вы в курсе рассказываете, как повышать бюджет, количество ключевых слов. Поможет только этот метод, или же стоит попробовать запустить новую компанию с меньшим количеством слов? Я не думаю, честно говоря, что процент полученных показов именно вследствие ошибки сервера упал. Процент, ну, CTR могли упасть, конверсии, естественно, упали. Но вот то есть "Гуглу" что такое процент полученных показов? Это ваши охваты. Ну, могут вопрос, да, если у вас прилетело нарушение, это могло вызвать. Что бы я делал? Я бы подождал. Я бы подождал, ну, недельку. Если за недельку не восстановится, я бы создавал новую компанию. Но ну, то есть вы вот говорите 22, 35 идет вверх. За месяц вы написали. Нет, если месяц прошел, новую компанию создавайте. Там уже явно у вас что-то нарушилось. Новую компанию. Так, второй вопрос. Евгений. Про статистику. Прочитал книгу про основы статистики. Из прочитанного мало что понял. Бывает. Про медиану, моду, выбросы и генеральную совокупность понял. Супер. А вот когда началось про дисперсионный и регрессивный анализ, дискриминантный анализ за основу математического моделирования, то я поплыл. Часто ли такое применяется в рекламной статистике? Нет, не часто. Смотрите, для того, чтобы вот кто интересуется глубоко, что нужно прямо вот как отче наш понимать в рекламе? Во-первых, это распределение Гаусса. Это называется нормальное распределение. Это вот такой график. Кто учился в технических университетах, это первый курс. Распределение Гаусса. Это штука, на которой основаны любые случайные числа в статистике. Реклама это у нас случайные цифры. Нормальное распределение Гаусса. Вы должны понимать, почему оно вот такое. Посмотрите ролики, как люди там сыпят шарики. Это природой созданная вещь. И вот вам нужно понять, почему оно так. Когда вы поймете такой параметр, как величину достоверности и среднее отклонение, что там на вот этом вот графике Гаусса, если мы участок отсекаем, почему 68% считается нормальным отклонением? Да потому что если вы на этот график посмотрите, там и линиями отделите места резкого роста, то это будет 68% от общей величины фигуры. То есть это природой созданные математические закономерности. Первое, нормальное распределение Гаусса, прямо вот надо его четко понимать. Второе, величина достоверности аппроксимации и сама аппроксимация. Что такое аппроксимация? У нас есть какие-то точки. И нам нужно понять эти точки. Вот знаете, как бывает? Есть вот на графике одна точка и вторая. И вот люди, например, давайте так, чтобы пример привести. В 2002 году я зарабатывал $1000 в месяц, а в 2005 я зарабатывал $2000 в месяц. Значит, в 2023 я буду зарабатывать 8 миллионов в месяц. Да, почему? Ну, прямую провели и предсказали. Это называется вот аппроксимация, когда мы предсказываем через известные данные неизвестные. Вот. Но мы не зарабатываем мы 8 миллионов в месяц, добавляется у нас третья точка, вот тут вот, что мы как бы, на самом деле вот такая вот кривая, уже, то есть прямой линии нельзя аппроксимировать. Что советую? Excel классный показывает. Идете в Excel,
и изучайте, что такое линия тренда. В Excel это линия тренда называется. Что такое линия тренда? Что такое функция линии тренда? Там есть линейная, логарифмическая, экспоненциальная. Что такое формула линии тренда и что такое величина достоверности аппроксимации R квадрат. Тогда вы будете понимать. Так, если я сейчас кого-то пугаю фразами, и вы думаете, ну его нахрен, этого Игоря, он грузит тяжелым. Это Евгений спросил, что в математике изучить. Я Евгению рассказываю. А, 99, посмотрите, кто не хочет глубоко уходить прямо в дебри, кому для профессиональной деятельности не нужна высочайший уровень профессионализма в Google Ads, вам этого не надо. Евгений, он прям копает очень глубоко, он крутой эксперт, специалист, поэтому ему интересно. Вот, линии тренда, как работают, разобраться. Погрешности, почему они вообще возникают в природе, цифровые погрешности, почему скачут показатели. Тренд, погрешности и сравнительный анализ. Почему, если мы А, Б цифры, почему, если, например, мы получили у одного лендинга конверсию 3%, а у другого лендинга конверсию 2%, это далеко не значит, что этот лендинг плохой, этот хороший. Нам нужно знать достоверность этих данных. Вот эти вещи. А все вот эти вот дисперсионные, регрессионные, ну, нафиг не надо. Нет, смотрите, если нюанс. Когда я прихожу работать в компании, которая тратит на рекламу в месяц 4 миллиона долларов, и эта компания говорит, у нас за месяц накапливается около 20-30 миллионов поисковых запросов, а всего за время существования нашей компании у нас есть 220 миллионов поисковых запросов, которые нужно процессить, обработать, найти инсайты и на основании этих инсайтов оптимизировать нашу рекламу, вот там вот надо уже дисперсионные, регрессивные анализы. Но потому что это уже big data, большие данные. В обычной человеческой рекламе нафиг не надо. Сергей, можно ли ожидать хороший результат от рекламы, если сайт не очень высокого качества? Как сделать качественный сайт, который будет нравиться посетителям? Смотрите, все зависит от сферы. Если у вас салон красоты, где люди привыкли, блестит прикольненько, красивенько, вам нужен классный сайт. Если у вас, не знаю, там, оборудование для СТО, вы продаете эти, как они, балансировщики, вам не нужен хороший сайт. Человек, который нужно купить для СТО оборудование, он не за красотой. Он цена, характеристики, когда доставите. Целевая. То есть ваши люди и ваша сфера, какие диктуют стандарты. Если ваша сфера диктует стандарты высокого качества сайтов, давайте по-другому перефразирую. Если на фоне конкурентов вы выглядите, ну прямо, вы сами себе отвечаете на вопрос, ну фиговенько я выгляжу, нужен хороший сайт. То есть понятие стандарт индустрии. Если человек видит везде ярко, красиво, а в одном месте плохо, он такой, ну типа что-то не так. Но вместе с тем аудитория. Есть аудитория думающая, которая надо смысла, есть аудитория, которая надо яркость. Как сделать качественный сайт, который будет нравиться посетителям? Есть классная фраза, ее вот одна из моих самых успешных учениц, Ирина, она в чате есть, она говорит, мне так ее цитата понравилась, она говорит, а почему клиент должен инвестировать деньги в ваш бизнес, ну то есть платить вам за услугу, если вы не хотите инвестировать в сайт, привлекательный для этого клиента? Поняли? Вот такая вот взаимосвязь. Почему клиент должен прямо вот хотеть стать вашим клиентом, если вы не удостоились создать привлекательный, хороший сайт? Поэтому ответ следующий. Чтобы сделать качественный сайт, нужно заплатить качественному дизайнеру. Нужно заплатить качественному верстальщику и качественному разработчику. Чтобы сделать качественный сайт на минималках, нужно взять конструктор, Wix, Weblium, какой угодно, и заплатить качественному фрилансеру с чувством прекрасного. Понимаете, в чем отличается Google реклама от сайта?
я очень плохой дизайнер. Я, наверное, худший дизайнер в мире. То есть, ну, у меня нет чувства прекрасного в принципе. Но у меня офигительное чувство цифр. Вот цифры мне покажи, я сразу все расскажу. Но чувство вот там, а, найти комбинацию цветов, поэтому я никогда даже не лез в создание, ну, потому что у меня руки не для этого стоят. Поэтому найти человека, у которого есть чувство прекрасно, и заплатить ему деньги. Вот так создается хороший сайт. Но перед этим создать техническое задание на этот сайт, в котором вы напишете, какие тексты должны быть, какие картинки должны быть, какие смыслы должны быть. А вот это уже анализ конкурентов. В первом модуле курса есть, как это анализировать. Вот. Дальше, Григорий. Игорь, можете рассказать, как работает новая функция привлечения клиентов в настройках компаний? Спасибо. В настройках каких компаний? Не уточнили, потому что в настройках каких-то компаний есть, каких-то нету. Я думаю, что имеется в виду функция из Performance Max, которую Google сейчас тестирует во всех компаниях, привлекать только новых клиентов. Что это означает? Это означает, что в меню конверсии есть подменю настройки существующих клиентов. Вы, например, к примеру, давайте я сейчас что-то придумаю такое. Бизнес, где человек не покупает дважды. Второй раз. Ладно, просто на словах. Вы бизнес, в котором люди не покупают дважды. То есть вы понимаете, если человек у вас уже купил что-то, вы не хотите ему больше показывать рекламу по разным причинам. Например, у вас менеджер по продажам просто супермен. Он всех, кто у вас хоть раз уже купил, он их до 10-й покупки доведет. И вам на рекламу уже тратиться не надо, у вас внутри все отлажено. В таком случае вы собираете аудиторию в Гугле покупателей. В настройках конверсии этой аудитории добавляете как существующие клиенты. И в настройках компании ставите показывать рекламу только для новых клиентов. Это абсолютный аналог. Раньше мы делали как? Если у нас стояла такая задача. Раньше мы исключали из показа рекламы существующих клиентов. Мы шли в настройки компании, исключали аудиторию. Сейчас Google можно и так, но Google добавил новую функцию. То есть, по сути, это исключение аудитории существующих клиентов. Григорий, а насколько критична кратковременная приостановка компании для их эффективной работы? В разрезе компании с автоматическим назначением ставок с остановкой по причине исчерпания бюджета и простое. 1-2 дня. Сбивается ли алгоритм? Сколько времени компания может быть неактивной без последствий для ее эффективной работы? Да, это плохо. Это прямо печально. Не допускайте остановки компании. Не допускайте. Это плохо. Алгоритм сбивается даже после там просто остановили, полчаса поставил, запустили. Моя рекомендация, смотрите, моя рекомендация. Если вам нужно остановить компанию, или вы чувствуете, у вас не хватает бюджета, что угодно, поставьте бюджет $1. Бюджет на рекламную кампанию. $1, 1 гривна. И все. И оно на этом, на тихих... То есть вместо того, чтобы глушить двигатель, полностью выключать компанию, возьмите, просто спустите ставку бюджет, поставьте 1 гривну, $1. Google будет продолжать там что-то там кому-то показывать, но не будет остановки. Если вы тупо забыли, исчерпался бюджет и забыли, ну, это уже вопрос, значит, надо посадить ответственного сотрудника и сказать, твоя задача смотреть за бюджетом. Есть скрипты в интернете, специальные уведомления, они чуть ли не в Telegram пишут, у тебя деньги заканчиваются. По-моему, есть по умолчанию уведомления. Ну, как бы, ну, нельзя этого допускать. То есть забывчивость не должна ставать причиной остановки компании. Так, Григорий, есть ли смысл запускать несколько перформанс-компаний одновременно с одинаковыми параметрами, но разными целями? Например, отдельно на звонки, отдельно на продажи, отдельно на лид-форму. Стоит ли так тестить или эффективнее запускать одну и включать в цели все целевые конверсии? Классный вопрос. Значит, если вы спросите меня вот в целом как лучше, я скажу, в целом лучше одну компанию на все одновременно. Это вот in general, вот в целом. Но, извините, в моей практике был случай,
когда портреты целевой аудитории, которые звонят и оставляют заявки, были кардинально разными. То есть человек, который звонит, они разные вообще, это разные люди были по натуре, по уровню дохода, тех, кто звонили, и тех, кто оставлял заявку. То есть тех, кто оставлял заявку, это такой типаж был, я сам во всем разберусь до миллиметров, все детали уточню и потом оставлю заявку, эта заявка будет там описывать полностью все нюансы. А те, кто звонят, это были типа так, давай быстро мне все сам просчитай, приедь и сделай. И вот в этом случае лучше было запускать две отдельные. Потому что Google не понимает, когда он видит конверсии в одну компанию, а это разные люди абсолютно, абсолютно разные, у них даже схожести никакого не было. И вот если вы чувствуете, что звонят и оставляют заявки вам настолько разные люди, лучше разделить. Но если вы чувствуете, что это плюс-минус одни и те же, лучше в одной. То есть мыслим так: не запутается ли Google, если я ему дам сигналы от всех моих типов аудитории? Если ответ "да", может запутаться, люди реально разные, то лучше разделить. Так, Николай. При переносе конверсионных ключей в другую компанию показатель упал с 8 до 3,5, не поднимается. Объявления такие же, целевая не изменилась. Как с этим бороться? Я говорил об этом в курсе. Лучше, я предпочитаю не что работает, перемещать, а отселять, что хуже. То есть те, которые классные, их лучше оставить, а то, что не классно, их лучше отселить. Это первое. Как бороться, если уже как бы по факту? Как бороться? Возьмите на какое-то время, увеличьте ставки. Увеличьте. Почему у вас, значит, смотрите, у показателя качества центральная характеристика – это ожидаемый CTR. Он берется из истории. То есть Google берет, грубо говоря, за последние N времени показатель CTR и такой, о, большой, хорошо. В новой компании у вас нет этой истории. Соответственно, Google не на что опираться. Увеличьте ставку, это повысит вам CTR на какое-то время, создаст эту историю, показатель пойдет вверх, потом снизите. Второй вопрос. Может ли снижаться показатель качества, если страница не проходит тест Core Web Vitals, но визуально работает нормально? Может. Google, он алгоритмический. И показатель качества целевой страницы может снижаться из-за вот этих... То есть ну, человеку все ок, а Core Vitals, для всех объясняю, есть тесты, которые на основании таких, ну, будем говорить, технических проверок делают заключение, сайт ок или не ок для людей. Вот. И бывают такие ситуации, что для человека сайт вот такой, а он не проходит эти тесты. Вот, ну, что-то не нравится там программе, которая тестирует. Может влиять. Может ли снижаться показатель качества, если в Search Console страница значится как непроиндексированная, хотя в индексе есть? Нет. У Search Console свой бот, у Google Ads свой бот. То есть это два отдельных бота, которые парсят страницы. Ключевая фраза есть в тексте объявлений, но в заголовке целиком нет, только по частям. Может ли из-за этого снижаться? Может. В качестве объявлений среднее, никак не удается понять. Может. В идеале, чтобы ключевое слово в заголовках встречалось прямо в стопроцентном вхождении, так же, как в ключевом слове. Так, окей. Андрей, настроил конверсию на заявку по вашему видео. Конверсия так, ссылка на какое-то видео. Вот видео. Смотрите, у вас есть курс. Я вам рекомендую все-таки по курсу идти и настраивать по курсу, не по видео с YouTube. Потому что почему? Потому что я вам объясню почему. У "Ютуба" с годами мы заметили фишку. Если я снимаю видео длиннее 12-13 минут, "Ютуб" его вообще почти не показывает. 8-10 минут прям залетают, люди смотрят. Потому что люди на "Ютубе" любят смотреть короткие видео 8 минут. За 8 минут я физически, учитывая, что мне в видео для "Ютуба" надо представиться, сказать, кто я такой, нужно помахать ручкой, пригласить на вебинар, я не могу за 8 минут рассказать все нюансы. Поэтому не нужно, если вы уже купили курс, если вы уже ученик, не нужно, по роликам с "Ютуба" настраивать. Полные версии этих же всей информации есть в курсе, лучше по курсу. Конверсия появилась в списке со статусом неактивно. Это норм? Да, если не было еще ни одной конверсии, это норм.
Если я открою объявление и сделаю заявку, да, если вы прям в "Гугле" найдете свое объявление, кликните, совершите заявку, эта конверсия появится у вас в кабинете. У меня на сайте есть активные ссылки с переадресацией до мессенджера, Вайбер, WhatsApp, Telegram. И аналогичная ссылка на телефонный звонок. Как настроить конверсию на эти клики? Заранее спасибо. Google Tag Manager, триггер, клик, клик по элементу. Вам нужно или по ID, или по классу, или по тексту элемента настроить этот триггер. На этот триггер вешаете тег конверсии, все готово. Если не знаете, что такое триггер, тег, Google Tag Manager, находите там за $10 себе специалиста, который все это настроит. Прямо у нас в общем чате есть полно специалистов, которые помогут. Вот. Владимир, добрый день. Спасибо за вебинары. Пожалуйста. Подскажите курсы по настройке Google Аналитики и мерчант-центров. Так, сейчас, Google Аналитика. Ой, Максим, дайте мне один момент. Максим Габчук. Максим Габчук. Курс называется Google Analytics. Но будьте готовы, там будет прямо очень глубоко. В код, разбираться, как уровень данных, дата layer работает. Ну, прямо это вот для экспертов высокого уровня. Поэтому советую Макса. Так, по мерчант-центрам отдельных курсов нету. Почему? Потому что у мерчант-центров уж очень много юридических нюансов. В 95 странах, по-моему, работает Google, мерчант-центр, и там в каждой стране есть свои нюансы. Поэтому моя рекомендация, если это Украина или Европа, или Казахстан, обратитесь к Александру Вейнрауху, который, вот у вас «Магия Google 4», есть подкурс по бонусный курс по Google шопингу. К Александру обратитесь по мерчант-центрам, он прямо, он очень сильный. Столкнулся с проблемой блокировок в Украине. Александр прекрасный эксперт, он вам поможет. Вот видите, тут с мерчантом этот нюанс, нельзя универсальный курс создать. В каждой стране свои блокировки, где-то за что-то, где-то за что. И там нужно знать именно в этой конкретной стране, в чем нюанс блокировки. Да, да, тут к Александру. Так, Людмила. Э, я косметолог в собственном салоне, Кривой Рог. Как лучше настраивать рекламу? На салон, где много услуг, и ставить ссылку на сайт салона, или эффективно на самую прибыльную услугу и ссылки ставить прибыльнее на конкретные услуги? Начинаем с самой эффективной. Когда поток есть, вторую. То есть у вас есть 10 услуг. Вы выбираете одну, которая вам денег больше всего приносит, которая вам а, конкуренции между, ну, любимчик, услугу любимчик. На нее настраиваете рекламу, прям круто. Когда вы видите, реклама, это займет у вас какое-то время, пока вы поймете, какие ключевые слова, какое время показа, вот эти все нюансы устаканите, ставки. Все, на эту услугу хорошо работает. Выбирайте вторую по очереди услугу. Второй ваш любимчик, на нее настраивайте. То есть на главную может, смотрите, когда вы пройдете вот так все услуги, и у вас все они будут хорошо работать, вот тогда я рекомендую настроить рекламу на главную по запросу салон красоты. Но начать с, там, я не знаю, какие у вас услуги, солярий, Кривой Рог, вот таких. И только в конце общую рекламу на салон красоты на главную. У меня нет вообще аудитории, новый Google аккаунт. Как тогда? Создать. Создать. Ну, смотрите, аудитории, в принципе, у Гугла есть 3 категории аудиторий. Стандартные, по интересам, по намерениям. В курсе есть, как с ними работать, они есть во всех аккаунтах, даже созданных 3 минуты назад. Custom, custom audience. Специальные сегменты аудитории. Специальные сегменты аудиторий вы сами руками создаете. В курсе есть, как их создавать. Посмотрите урок. А вот третья аудитория ремаркетинга, которые собираются с вашего сайта. Вот тут уже вы их можете создать, например, сегодня, но накопятся они там через месяц, например, 2-3. Тут уже ждать придется. Но первые 2 типа вы уже можете создать. Э,
И еще вопрос. За 3 месяца после покупки курса это первая форма для вопросов? Нет, не первая. У нас каждые 2 недели идет вебинар. Спросите у 900 учеников в клубе, которые регулярно в них участвуют. Поэтому у нас есть чат в Телеграме, называется «Клуб Игоря Вицка», там 900 человек. Там выкладывается эта ссылка, и если вы в чате поищите историю или сделаете поиск по чату, вебинар «Вопрос-ответ», вы увидите все записи. Или напишите менеджеру, спросите, где будет проходить этот эфир. Эфир будет проходить тут, в Ютубе. Так, Марлен. Что с поддержкой Google? Как с ними связаться, чтобы решить многие проблемы? Это сразу, это головная боль всех сейчас, прямо всех. Что сделал Google за последнее время? Они сократили в разы финансирование техподдержки, уволили всех. Дорогая техподдержка — это техподдержка, которая находится физически в США. То есть сейчас у них в США почти нет техподдержки. В Британии почти нет, в Европе. Они поувольняли нафиг всех, в Индию перенесли свою техподдержку, и их сократили штат. Поэтому техподдержка Google на данный момент — это, к сожалению, огромная головная боль. Как все же ее найти? В ваших аккаунтах есть кнопочка или в инструментах и настройках, или прямо знак вопроса. Там есть «Связаться с техподдержкой». В зависимости от размера вашего аккаунта, вашей страны и текущей загрузки, там 3 кнопки появляются. Первая кнопка «Звонок по телефону», она практически всегда сейчас отсутствует. Если вы ее увидели, это счастье, нажимайте «Звоните». Вторая кнопка «Чат», она появляется очень редко, но иногда ее можно словить. Чат с сотрудником. Если видите, тоже нажимайте сразу. И третья кнопка, которая обычно всегда есть, называется электронная почта. Связаться по электронной почте. Находится в Гугле вверху справа, поддержка. Так вот, когда вы по электронной почте пишете, вы им пишете вопрос, они вам ответ. Сразу рекомендации из личного опыта. Никогда не задавайте им больше одного вопроса за один email. Почему? Потому что они всегда отвечают на самый простой. Ты им задал 5 вопросов, они ответили только на четвертый, остальные проигнорировали. Ты задал 10, они ответили только на седьмой, остальные проигнорировали. Поэтому за раз один вопрос. И еще один совет. Если, например, вы пишете на украинском языке или на русском, и вас игнорят, не отвечают или долго идет, на английском напишите. В англоязычной поддержке намного больше сотрудников. Переключите интерфейс Гугла на английский язык и напишите этот же вопрос, переведите его на английский язык. Возможно, будет быстрее ответ. Так, Павел, какие столбцы в отчете выставить и просматривать в первую очередь и почему? Смотрите, у нас есть модуль в курсе «Магия Google 4», который называется «Оптимизация рекламы». В нем 8 уроков, 7 основных и нулевой. И в нем я прямо про все столбцы рассказываю. Вот куда смотреть, как оптимизировать в первую, во вторую, в третью, в восьмую очередь. Также есть модуль 5, в котором траблшутинг. Если прошли проблемы, какие столбцы, куда смотреть. Поэтому модуль 3, модуль 5 смотрите по порядку, и у вас ответ на этот вопрос. Павел, тег Google рекламы и ремаркетинга добавляется в head на все страницы, а тег конверсию на страничке «Спасибо». Я правильно понял? Да, совершенно верно. Google реклама, ремаркетинг везде, тег конверсии на страничку «Спасибо». Супер. Константин, у нас служба таксі. Ми зараз використовуємо Google бізнес-сторінку. Сайта нема. Чи потрібен сайт? Яка краще підійде платформа для розробки з цілею прив'язки потім до Google реклами? Вік чи що інше? Дуже гарне питання. Дивіться, що таке служба таксі? Служба таксі – це сервіс, який по великому рахунку людям не важливе взагалі, який там у вас сайт. Їм важливо, щоб ви приїхали. Але у мене виникає дуже і дуже до вас питання важливе. Чому люди йдуть, ваші клієнти йдуть до Гугла, а не до Uber, Bolt? Тобто, дивіться, тобто ваші клієнти – це люди, які не викликали Uber. Я, наприклад, тільки Uber користуюсь. Я завжди. Якщо мені треба там гарну машину, вибираю просто класом вище. Uber Black або щось. Я не замовляв останні 10 років. Тобто вам треба з'ясувати мотив, який заставляє ваших клієнтів іти до Гугла і шукати службу таксі. Наприклад, це можуть бути новачки у місті. Вони не знають, в цьому місці працює чи не працює гості міста.
Подумайте от над цим питанням, чому вони йдуть. І коли ви дасте собі відповідь, вони йдуть до Гугла, тому що ви зрозумієте, чому вам потрібен, чи потрібен вам ваш сайт. Тобто, якщо вам ваша відповідь буде, вони йдуть в Google, тому що це простіше, швидше для них, ніж Uber, то вам не потрібен сайт, вам потрібен тип оголошення, який називається тільки номер телефону. Щоб вони і прямо в оголошеннях писати: виклик таксі за 1 хвилину. Натискай. Не треба ніяких сайтів, натиснув Альо таксі. Якщо ваша відповідь, наприклад, буде самому собі, вони йдуть до Google, тому що їм треба гарна машина, безпека, тобто інша не швидкість, не лінь, не те, що вони не вміють користуватись Uber, а щось інше, тоді треба сайт, скоріш за все, щоб закрити для них страх. Тобто, наприклад, є така категорія людей, вони бояться викликати таксі в Uber, тому що вони десь чули, що в Uber там багато вбивць, які тебе завезуть в ліс, і вони хочуть в службі таксі. В такому випадку потрібен сайт. Бачите? Відповідь на питання, потім треба сайт чи ні. Так, Олег, як впливає SEO на значення показника якості? Як впливає математика на ціни помідорів на Бессарабському ринку? SEO – це Search Engine Optimization. Це категорія людських знань, яка відповідає за підвищення рівня сайта в пошуковій мережі. Показник якості – це цифра, яка відображується в Google Ads. Можливо, ви хотіли спитати, як впливає внутрішня структура сторінок або текст на сторінках на показник якості? Ну, тоді відповідь є у курсі. Показник якості складається з 3 складових, одна з яких – якість цільової сторінки. Якщо у вас на цільовій сторінці якісні, гарні тексти, які мають ключові слова, якщо ви використовуєте в рекламі, все буде добре. От. Тут, от. Я думаю, це ви мали на увазі, тому що з іншого, це як, знаєте, SEO – це технологія, показник якості – це показник, цифра, і вони в різних пространствах живуть. Типу, як впливає математика на ціну помідорів? Ну, за допомогою математики ми можемо порахувати, скільки коштують 2 кілограми помідорів. Ну, отак от. Так. Що обов'язково потрібно зробити по SEO на сайті, щоб контекстна реклама працювала ефективніше? Внутрішня оптимізація. Тайтли, дескріпшени, H1 заголовки, H2 по сторінці. Внутрішня оптимізація повинна бути гарна, повноцінна. Роман, добрый вечер, Игорь. У меня интернет-магазин уходовой косметики с огромным ассортиментом. Подскажите, с чего лучше начать рекламную кампанию? Заранее благодарю на ответ. Рекламную кампанию лучше начать, если огромный ассортимент, с Google Merchant Center. Google Merchant Center плюс торговая компания на весь ассортимент. Плюс для уходовой косметики или уходовой, наверное, важно решение проблем. Смотрите, у меня черные точки, не у меня, не хочу, чтобы у меня были, у Ивана черные точки на лице. Он не знает, какой конкретно кремчик ему нужен. Поэтому вы его не цепанете торговой рекламой, вы зацепите тех, которые: мне нужно Vichy Dermas DS8 BP3, который, знает уже, ему кто-то сказал, и он пошел. Вот этих вы цепляете торговой рекламой. Но намного больше людей, которые вообще это, не знают, что мне надо. Для таких людей я рекомендую создавать странички с проблемами. Например, черные точки, да? Уход или удаление черных точек. Там вы пишете, только, пожалуйста, не доверяйте это копирайтеру, который берет $1 за 1000 знаков дешевому. Эта страничка должна быть, она прямо должна быть супер. Она должна вот прямо давать человеку веру, что эту страничку написал профессионал. И она вам будет давать продажи. Это страничка, где примерно следующее содержание. Мы для вас собрали, протестировали 10 лучших уходовых средств для черных точек и собрали 3 готовых бандла, кита, набора под любую сумму.
И вот прямо, чтобы вы такие, чтоб вот я зашел и такой: "О, прикольно, смотри, вот есть 10 вариантов. О, они протестировали. Ага, вот эти варианты они отсеяли. Ага, они собрали набор". И лучше, если это набор будет многобрендовый. Например, вы говорите: "Смотрите, ребят, если у вас, сжатый бюджет, мы вам рекомендуем крем Виши, там, не знаю, скраб Uriage и какой-то там еще фигня какая-то другой фирмы". Это для эконома. Это для, это цена-качество, а это для тех, кто прям хочет the best. И это дает человеку веру в вас, как в компанию, которая не пихает, что попало, а которая реально заботится о клиентах, создает бандлы, создает вот эти наборы. Соответственно, для вас поисковая реклама на тех, кто знает, что ему надо. Сори, шопинг реклама торговая. Плюс поисковая реклама на проблемы, но там посадочные странички должны быть отработаны, супер. То есть они офигенно должны выглядеть. Учитывая, что вы будете туда деньги свои тратить на рекламу, я бы, вот если бы у меня был магазин уходовой косметики, я бы сел и сам сделал эти странички. Пусть их будет 10, не 100 дешевых копирайтеров написанных, а 10, но которые я прям сам, и я туда ценность клиентам выложил. Не просто смотри, есть вот это, вот это, вот это, что хочешь, то и покупай. А реально написать: смотрите, ребята, вот табличка сравнения, вот тут есть там сульфур, а сульфуру нельзя, если черные точки, поэтому вот это мы вообще убираем. А вот тут вот на кошках тестировалось, а мы, например, эко-френдли. Вот это, ну, поняли? То есть вам нужно у человека создать впечатление реального экспертизы. Чтобы человек зашел, почувствовал: блин, они шарят. Они шарят в черных точках. Я у них куплю вот этот набор. И вот так вот берете там каждое, какие проблемы возникают, 10 логинов. Так, Андрій, добрий день. У нас компанія виготовлення гаражних воріт та ролетних систем, плюс товари, автоматики, кондиціонери, відеонагляд, безпека. Все ж основний дохід від воріт. Це комплексний товар. Товар плюс монтаж. Є філіали в 10 областях заходу України. У нас є інтернет-магазин. Питання наступне. Як ефективніше запускати рекламу? 1. Загальну РК на вказаній області. 2. Створити посадкові сторінки на кожен філіал. Гарне питання. Дивіться. Тут у мене зустрічне до вас питання. Чи являється для ваших цільових користувачів ваша геолокація вашою конкурентною перевагою? Тобто, от дивіться, до чого я веду. В деяких сферах людині все одно, вона у Львові сидить, їй все одно, хоч з Івано-Франківська, хоч з Одеси, хоч з Миколаєва, тільки мені подешевше і пошвидше. Є сфери, де люди такі: ні, я краще локальних, які от десь тут рядом, бо якщо що піде не так, я їх позву і вони виправлять, бо вони поряд. Я ж не буду з Миколаєва звати людей, якщо щось піде не так. Зрозуміли ідею? Мені здається, якщо у вас входить монтаж, людям важливо локальність. Людям важливо розуміти, що це біля мене. Вони, знаєте, в доступності. Якщо що, я їх скажу: приходьте, ремонтуйте. Люди ж вони з такої точки зору дивляться. Якщо щось піде не так, а що я буду робити? Де я буду їх по всій країні шукати? А тут рядом свої хлопці, у мене адреса, якщо що, приїду. Тому мені здається, що якщо дійсно так, якщо ви мої думки підтверджуєте, що ваші люди цінують локацію рядом, то я пробив лендінги окремі. А от рекламна кампанія теж різні рекламні кампанії. На кожен регіон своя рекламна кампанія. Мария. Уровень конкуренции. При небольшом бюджете лучше выбирать страны, ключевые слова. Так, небольшой бюджет. Лучше выбирать страны, ключевые слова с более низким уровнем конкуренции. Да, если бюджет ограничен, то, ну, грубо говоря, если у меня бюджет $100 в день, то я не полезу на рынок США, где клик может стоить $100. То есть, если у меня, ну, например, я создал какую-то игру, какое-то приложение, что может продаваться в любой точке земного шара. Но я знаю, что в США клик будет $20, а в условной Нигерии 20 центов. Я начну с Нигерии, там цифры получу, конверсию получу, как оно крутится, и потом уже буду масштабироваться.
При различных ставках на одни и те же ключевые слова в разных странах есть ли смысл создавать разные рекламные кампании на каждую страну, чтобы... Да, смотрите, если у вас реклама на США и Нигерию, то цена будет в 100 раз отличаться. А Google вам будет среднее арифметическое поставить. Однозначно, страны группируются по принципу дохода граждан. То есть, если вам география все равно, первая категория стран. США, Канада, Британия, Австралия, Новая Зеландия. Первая группа стран. Вторая группа стран. Все страны Европы. Третья группа стран. Латинская Америка, за исключением Венесуэлы и там еще две-три страны, которые они в очень печальном состоянии. То есть поняли, как я делаю? Берете в Википедии список стран по уровню дохода на душу населения. Сортируете по убыванию и смотрите, вам список все даст. Первые 5, вторые 5, третьи 5. Так, Сергій, доброго дня. Чи можливо якось контролювати ціну за клік в Performance Max? Ні, це неможливо. Я вам більше того скажу. Якщо ви мене спитаєте, Ігор, яка у тебе ціна кліка в відеокампаніях в Performance Max, навіть якщо ви мене спитаєте в пошуковій рекламі, яка у тебе на твоїх проєктах ціна кліка, я вам скажу, я не знаю. Я не знаю. Я знаю свою ціну конверсію, вона стабільна. Тобто, дивіться, мені все одно, заплатив я за клік $1 чи 5, якщо я отримав конверсію покупця за $20. Тобто мені все одно, я отримав 20 кліків по $1 і одну конверсію. І конверсія мені обійшлася в $20. Або я отримав один клік за $20 і одну конверсію. І тоді конверсія мені теж обійшлася за $20. Якщо мене влаштовує конверсія, я на ці кліки не дивлюсь. Так, Олег, добрый день. Запустил стратегию с целевой ценой за конверсию, по словам, в широком соответствии. Сразу скажу, благодаря вашим урокам и советам все сработало отлично. Класс, класс, супер. Я рад. Но хочу большего, правильно. После 14 дней работы рекламная кампания расходует в день меньше половины бюджета и дает конверсии 160 по 102 гривны. Дневной бюджет 2800. Целевая цена 150. Как поступить, если задача получить максимум конверсии? Увеличение бюджета допустимо. Так. 2800 на 150. Ага. 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 2800 на 150. Смотрите. Как больше? Если уже 160 конверсий есть, то есть Google уже обучился. Добавляете потихоньку, только не 500 сразу, по одному, по два более широких ключевых слова. В широком. То есть, например, у вас было, просто к примеру, у вас было ключевое слово в широком соответствии, например, купить iPhone 14 Pro синий 256 гигабайт. Вот такое было ключевое слово в широком. Добавляете купить iPhone 14 Pro. Уже у вас больше охват получается. Следующий шаг. Отработал. Купить iPhone 14. Следующий. Купить iPhone. Следующий. Просто iPhone. Поняли? То есть вы, но ни в коем случае не навалить сразу, потому что если вы сейчас в эту компанию свалите сразу еще 100 ключей, она у вас вот так вот пойдет в разбой. Ваша задача подкидывать дровишек, которые приходят больше, приходит больше аудиторий, и давать Google возможность обучиться на этих новых дровишках. То есть по чуть-чуть подбрасывайте более широкие ключевые слова. Есть еще одна стратегия, но она прямо такая уже совсем для хардкора. Из этой статистики вы смотрите, какие аудитории перформили, какие аудитории лучше всего срабатывали. Создаете новую рекламную кампанию, я их называю the broadest, широченные ключевые слова. То есть а если, например, в первой компании у нас ключевое слово «купить iPhone 14 Pro», то во второй компании у нас слово iPhone, Apple. То есть вообще широченные слова. Но ограничивайте поиск аудиториями,
которые хорошо перформили в первой компании. Но это прямо такой уровень. Я думаю, вам на ближайшее время хватит работы с подкидыванием дровишек, как я сказал. Так, Константин, какое направление в рекламе вы можете посоветовать человеку, который не является предпринимателем, не предоставляет услуги, но хочет работать в сфере интернет-маркетинга? В сокращении, хочу заниматься интернет-маркетингом, но у меня ничего нет. Еще следующий вопрос. Актуальна ли на сегодня ниша дропшиппинга? Я на этапе модерации товаров в Google Merchant Center. Реклама запустилась. Может ли Google заблокировать рекламу, если я часто меняю? Не. Если у вас ничего критичного нет, нет. Так, хорошо. Не уверен, что это один и тот же Константин. Ладно, тогда первому Константину ответ. Дропшиппинг актуален, но я не люблю эту штуку, честно. Это нервная штука. Вопрос классный. Какое направление вы можете посоветовать человеку, который не является... Хочу заниматься интернет-маркетингом, но у меня ничего нет. Партнерские программы я бы советовал. Партнерский аффилиат-маркетинг. Ага, аффилиат-маркетинг. У меня курс есть по этой теме, манимейкинг называется, у менеджера спросите, он вам скажет. В чем идея? Смотрите. А, Вы находите сферу, в которой вы прекрасно разбираетесь, помимо интернет-маркетинга. Помимо интернет-маркетинга в чем-то прекрасно разбираетесь. Просто допустим, что вы прекрасно разбираетесь в рыбалке. Допустим. Находите интернет-магазины, сайты, продающие товары для рыбаков, у которых есть партнерская программа, аффилиат-программа. То есть вы им присылаете людей по ссылке, они вам процент от трат. Находите этих людей, находите эти компании. Дальше создаете, например, дошли вы, ну что мы, я не рыбак, эхолоты для лодок. Компания, которая эхолоты для лодок продает, которая там эти косяки рыбы находит. И они готовы делиться с вами прибылью. Дальше вы создаете лендинг себе, например, топ-10 эхолотов для рыбалки в Украине. И делайте прям крутой обзор. Взяли. В этом обзоре побеждает ваша компания, а лучше от этой компании 3 продукта взять. Ссылочки на компанию и пускайте рекламу. На запросы вида лучший эхолот, рейтинг эхолотов, как выбрать эхолот. Вот так я бы советовал партнерки рассмотреть. Вторая рекомендация. Напишите в нашем чате клуба Игоря Явицкого. В этом чате есть множество людей, которые не предприниматели, не предоставляют услугу, но очень хорошо зарабатывают на теме аффилиатах, партнерок и маркетинга. Напишите примерно следующее, что, ребят, я начинающий, хочу в это погрузиться. Дайте совет, вот куда глянуть, что посмотреть. Там ребят есть с разных сфер, и Амазончик есть, и OLX, и розетка без дропшиппинга, но перепродажа с маркетингом. Поверьте, там вам советов надают нормально. А, Так, теперь второму Константину на этапе модерации. Может ли Google заблокировать компанию из-за того, что очень долго проблем нет? Не может. Он терпеливый. Алибек. Здравствуйте, Алибек, еще раз. Когда заканчивается бюджет и заново пополняешь бюджет, компания ломается или все же и уже не такая конверсия, как раньше, как исправить? Смотрите, что такое заканчивается бюджет? Если вы имеете в виду заканчиваются деньги на счету, плохо, не делайте так, чтобы деньги заканчивались. Бюджет-то у вас дневной. Или вы имеете в виду дневной бюджет, вам не хватает дневного бюджета на охват, тогда снизьте количество ключевых слов. То есть вы не должны быть в ситуации, когда вы Google всегда сжимаете бюджетом. Вы должны быть в ситуации, когда вы ему дали ровно столько, сколько он может себе позволить открутить в рамках бюджета. Поэтому ваша задача балансировать, чтобы у вас бюджет не был слишком маленьким, но и не слишком большим, чтобы он не сжирал ваши деньги. Если рекламу нужно приспустить, ее не останавливать, уменьшить бюджет. Вот, то есть постоянно нужно баланс искать. Постоянно баланс. К примеру, у меня поисковая реклама, я вижу, что у меня бюджет, например, $100, а ключевые слова, 5 ключевых слов, на которые нужно $200. Что я сделаю? Я на паузу поставлю 3 ключевых слова. Пока я не смогу себе позволить бюджет необходимый для всех 5.
Какой CRM-систему посоветуете для желда? Ой, CRM. Это на самом деле больная тема. Почему? Потому что я у себя в своем бизнесе съел на CRM прям, ну, короче, мы сначала купили американскую, самую крутую в мире CRM Active Campaign, там стоит дофигища денег, а оказывается, она не интегрируется с Телеграмом, и там нет интеграции, которые нам нужны, когда мы работаем с нашими клиентами. Потом мы перешли на другую CRM, которая делала то, что нам можно, но эту CRM при отправке писем банил Google. Потом мы нашли третью CRM, которая вроде подходит, сейчас там программист что-то делает. CRM – это боль, и я скажу так, для выбора CRM важно, где вы находитесь. Я бы вам рекомендовал посмотреть, что у вас на рынке Казахстана есть, какие CRM. И с моего, опять же, опыта. Очень часто бывает в CRM нужно что-то специфическое. Нужно, ребята, мне нужно, чтобы уходило автоматическое напоминание клиенту, если он не сделал такое-то действие через 40, ну поняли? И когда вы взяли какую-то крутейшую вот такую огромную CRM из Америки, вы их не заставите эту функцию добавить. А когда у вас в Алматы сидят ребята, которые пилят крутую CRM, вы скажете, ребят, ну слушайте, ну, добавьте функцию, они вам через месяц ее выкатят. Я бы рекомендовал поискать что-то в казахскую CRM. Или CRM специализированную для вашей индустрии, для логистики. Логистики, да. Ну, наверное, я ваш сайт помню, желтал, наверное, я бы искал кого-то из казахстанских разработчиков, которые главное, не под вас делают, потому что вы потом вообще офигеете от ее поддержки. Какую-то готовую, которую они допилят под вас. То есть готовую базу, которую они под вас готовы немножечко докрутить. Я бы так сделал. Алексей, добрый вечер. Напомните, как правильно отслеживать клиентов, пришедших оффлайн. Чтобы отслеживать клиентов, пришедших оффлайн, то есть ситуация какая? Человек, например, увидел на сайте у вас товар, пришел, говорит, здрасте, вживую в магазин. Мне вот этот товар. Чтобы его отследить, вам нужен какой-то связать вот этого человека, который стоит между вами, вот тем посетителем, который был на сайте. Какие есть существуют способы связи? А, лучший вариант. Он оставил заявку на сайте, написал, что я Иван Иванов. Вот мой номер телефона. Программист сделал так, что когда заявка оставляется, идентификатор Гугла сохраняется в CRM. Человек пришел в магазин, говорит, здрасте, я ж Иван Иванов, заявку оставлял. Менеджер берет, заходит в CRM, отмечает, пришел. И CRM отправляет в Google Ads конверсию. Второй вариант. Через программиста интеграцию с CRM делается первый. Второй вариант, тоже через программиста. Человек заходит на сайт и видит. Если придете к нам вживую, скажите код АБВГД8, и мы вам дадим 10% скидку. То есть вы ему даете код, купон на скидку, грубо говоря. Каждому юзеру новый купон на скидку. Вот это зашел, ему АБВГД8, этому АБВГД9, этому АБВГД10. Программист настраивает генерацию. И у вас на сайте, на бэкэнде хранится таблица соответствия. Вот этот человек зашел, вот его идентификатор Гугла, вот такой код показали, этому такой код показали, этому такой код показали. Человек приходит, говорит, здрасте, у меня скидка есть, кстати. Вот такой вот код. Менеджер записывает код, программист реализовывает, конверсия отправляется в Google. То есть для связи с офлайн конверсиями обязательно нужна какая-то связь. Если вы, что это еще может быть, к примеру? Ваша офлайн конверсия – это проведенный тест-драйв автомобиля. И вам нужно именно на него. Что вы делаете в таком случае? Перед тест-драйвом человек звонит или заполняет форму, да? Если заполняет форму, как я уже сказал ранее, Google Click ID сохраняется, и в CRM отправляется. Если звонит, вам нужна система колл-трекинга, которая будет, например, Ringostat или Binatel для Украины, которая будет обновлять номера на сайте для разных людей. И эта система сохраняет идентификаторы и добавляет их в вашу CRM. Человек позвонил, сказал, все, хочу бэху пятую погонять, пишите мне на тест-драйв.
Пришел на тест-драйв, менеджер салона зашел в свою CRM, нажал, прошел тест-драйв. CRM отправила сигнал в в Google Ads. Уже темно, я заговариваюсь. О, ура, все, последний вопрос это был. Так, поехали, вопросы из чата. Э, Игорь, вы шикарно выглядите без лишнего веса. Спасибо. Я себя и шикарно чувствую без лишнего веса. Я вам хочу сказать. Всем рекомендую. Если хотите стать веселее, счастливее и в бизнесе успешнее, надо худеть. Я раньше думал, что вес это вообще не важно. Еще и как важно для всего причем. Так, если цель компании получить заявку на сайте через WhatsApp или живочат, что нужно выбрать в Google Ads увеличение конверсии? Да, только при этом убедиться, что у вас отслеживаются заявки в живочат и через WhatsApp, то есть они, ну, что программист реализовал их отслеживание. На английском языке быстро по почте ответили, решили вопрос. Вот вам подтверждение, кто спрашивал, как связаться с техподдержкой. На английском языке им напишите. Google Translator. Так, Ивана, почему мы настраиваем рекламы на клик, а не на... Я Игорь. Почему на клик, а не на заполненную форму... Так, стоп, вопрос. Почему мы настраиваем рекламы на клик? Кто мы? Я на клик. А не на заполненную форму на сайте. Разве так не лучше? Я пытаюсь вопрос понять. Мы настраиваем рекламу. Если это поисковая реклама, на ключевые слова. Если это видео или КМС-реклама, на аудитории. При настройке мы выбираем одну из стратегий назначения ставок. Или целевая цена за клик, или целевая цена за конверсию. Заполнение формы, скорее всего, является конверсией. И в соответствующем уроке курса, который называется «Стратегии назначения ставок», мы как раз и обсуждаем, для каких типов бизнесов какая стратегия лучше. Для каких-то типов бизнеса лучше целевая цена за конверсию, максимум конверсии, для каких-то целевая цена за клик, для каких-то важнее стратегия есть показ над результатами поиска. То есть it depends. В зависимости от того, какая цель бизнеса. Урок называется «Стратегия назначения ставок». Так, ребят, читаю последний вопрос из чата. Если новые при этом вопросы не прилетают, то заканчиваем эфир. Если прилетают, то читаю еще новые чаты. Я, знаете, сейчас как на ТикТоке они вот эти вот сидят. Ставь там что-то там в ТикТоке, дари мне подарок. Тестировала страны Европы по одним и тем же ключевым словам. В некоторых странах отсутствует цена за клик. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этой стране используют другое ключевое слово. Ну, то есть, смотрите, если вы взяли из Германии ключевое слово на английском и его в Италии используете, то, увы, в Италии количество людей, которые гуглят на английском, в 10 раз меньше, чем в Германии. То есть, если языки разные. Если язык тот же, и вы, например, а где в Европе язык тот же? Ну, например, вы взяли ключевое слово, которое вы использовали в Швейцарии, и перенесли на Германию. Ну, так в Германии могут искать другими словами. У них могут быть другие описания одного и того же. Ну, вот, если э, из Британии переносить на Америку, да, в Америке экплант, этот баклажан в Британии aubergine. Ну, и так половина слов разные. То есть ключевые слова, они же привязаны к географии, которую люди ищут. Поэтому вполне. Отсутствует сразу клик, никто так не ищет. Так, вопросов новых не прилетело. Спасибо за насыщенный эфир, за интересные вопросы. Увидимся на следующем вебинаре «Вопрос-ответ». Пока.